Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок желаний. В этом видео хочу показать вам, как я вязала вот такие снежинки. Я решила в подарке к Новому году навязать снежинок, украсить дом, нарядить елку, и выбрала самые простые схемы, чтобы с такими снежинками справилась даже начинающая рукодельница. Для вязания снежинок возьмите самую тонкую пряжу, которую сможете найти у себя дома. Я использовала вот такую пряжу. Эта пехорка успешная, в 50-граммовом моточке 220 метров. И вязала я крючком 1,5 миллиметра. Используя только одну схему, меняя пряжу, меняя декор, вы можете навязать совершенно разные снежинки. Вот такая снежинка у меня получилась без использования какого-то декора. Если вы возьмете пряжу тоньше, чем у меня, то снежинка получится меньше и ажурнее. Но если вы добавите к снежинке только бусинку по центру, то она уже будет отличаться. Или вот эти две снежинки, здесь я добавила люрекс. В этой снежинке в последний ряд я добавила серебряный люрекс на белой ниточке, а здесь серебряный люрекс на серой ниточке. Посмотрите, как отличаются снежинки. Далее я решила поэкспериментировать. У меня после вязания этого палантина остался кид-мохер и вот такая интересная нить. Эту нить я добавила к хлопковой нитке и связала вот такую снежинку. Посмотрите, какая интересная она получилась. Такое ощущение, что она покрыта инеем. Далее я связала вот такую снежинку. Здесь только одна вот такая ниточка. И эта снежинка как будто стеклянная. Я думаю, я ее буду использовать для украшения окон. Дальше я решила повязать из кид-мохера. Это у меня бюджетный кид-мохер. Добавила я к кид-мохеру вот эту ниточку и связала вот такую снежинку. И она тоже как будто покрыта инеем. Не стала я эту снежинку крахмалить, оставлю ее вот в таком состоянии. Мне очень она нравится. Еще из кид-мохера я связала вот такие две снежинки. Здесь одна ниточка кид-мохера, а вторая ниточка люрекса. Здесь люрекс белый, а здесь люрекс серый. Вот такие замечательные снежинки у меня получились. Я их также решила не крахмалить. Буду использовать их для фотографий. Буду украшать подоконник или просто положу под елку. Схемы на снежинки я оставлю на моем канале на Бусти для моих подписчиков. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. Если вам понравились эти снежинки, то поставьте лайк этому видео и начнем их вязать. Для вязания снежинки взяла я пряжу немного потолще, чтобы вам было виднее, и крючок 2 миллиметра. Набираем первую воздушную петлю. Если вы будете пришивать в центр бусинку, то оставьте хвостик немного подлиннее. И набираем 6 воздушных петель. Теперь эту цепочку нам нужно замкнуть в круг. Для этого вводим крючок в первую петлю цепочки, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли. Получается, что мы выполнили соединительный столбик. Далее укладываем хвостик по цепочке, будем его ввязывать. Набираем 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с одним накидом. И делаем еще одну воздушную петлю. Далее в центр цепочки будем провязывать столбики с одним накидом. Делаем накид на крючок. Вводим крючок в центр цепочки, подхватываем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли. Мы провязываем 2 петли вместе и 2 петли вместе. У нас получился столбик с одним накидом. Провязываем воздушную петлю. Далее повторяем накид на крючок. Вводим крючок в центр цепочки. Подхватываем рабочую нить. Провязываем 2 петли вместе, 2 петли вместе. Еще один столбик с накидом мы провязали. Воздушная петля. И так вяжем далее, пока таких столбиков у нас не будет 12. Первые воздушные петли считаем за столбик. То есть сейчас у нас провязано 3 столбика. Вяжем далее. Накид. Столбик с одним накидом. Воздушная петля. Накид. Столбик с одним накидом. Воздушная петля.
Вяжите далее самостоятельно, пока у вас не получится 12 столбиков. Провязали 12 столбиков, обязательно их пересчитайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В конце ряда делаем воздушную петлю. И теперь нам нужно соединить конец и начало ряда. Для этого нахожу в цепочке третью воздушную петлю и в нее провязываю соединительный столбик. Первый ряд снежинки мы провязали. Вяжем второй ряд. В начале ряда нам нужно перейти под арочку. По схеме необходимо набрать воздушную петлю и под арку провязать столбик без накида. Но я буду провязывать немного иначе. Схему я изменила. И на бусте оставлю вам оригинальную схему и ту схему, которую я поправила. Итак, провязывать я буду так. Сразу ввожу крючок под арочку, подхватываю рабочую нить и выполняю соединительный столбик. Вот так у вас должно получиться. Далее набираю цепочку из 6 воздушных петель. Нахожу следующую арочку и под нее провязываю столбик без накида. Вот так. Набираю 5 воздушных петель. Нахожу следующую арочку и под нее провязываю столбик без накида. И так чередуем. Набираем 6 воздушных петель. Под следующую арочку провязываем столбик без накида. Набираем 5 воздушных петель. Под следующую арочку провязываем столбик без накида. И так чередуем. 6 воздушных петель, 5 воздушных петель, 6 воздушных петель, 5 воздушных петель. И так вяжем до конца ряда, пока таких арочек у нас не будет 12. Провяжите далее самостоятельно. Провязываем последнюю арочку из 6 воздушных петель. Столбик без накида под арочку. В начале мы провязали 6 воздушных петель и в конце мы провязали 6 воздушных петель. Если мы пересчитаем все арочки, у нас их получилось 11, а нам нужно, чтобы их было 12. И последнюю арочку провяжем таким образом. Набираем 2 воздушные петли, находим первый соединительный столбик, который мы провязывали в начале ряда. Делаем накид на крючок, вводим крючок в соединительный столбик и в него провязываем столбик с одним накидом. 12-ю арочку мы провязали. Вяжем третий ряд. При желании в третий ряд можете добавить тоненькую нить люрекса. В начале третьего ряда нам нужно провязать столбик без накида в арочку, которую мы только что провязали. Ввожу крючок в арочку, подхватываю рабочую нить и выполняю столбик без накида. Набираю 2 воздушные петли и в следующую арочку из 6 воздушных петель будем провязывать веерок с пико. Делаю накид на крючок,
провязываю в арочку 1 столбик с накидом, накид на крючок, в эту же арочку провязываю 2 столбик с накидом. Далее буду выполнять пико из 4 воздушных петель. Набираю 4 воздушные петли. По схеме нужно провязать соединительный столбик в 4-ю петлю от крючка. Я буду провязывать немного иначе, опускаюсь немного ниже и в основание цепочки ввожу крючок вот так в 2 петли и провязываю соединительный столбик. Вот такое пико у нас получилось. Далее делаю двойной накид на крючок, ввожу крючок под арочку, подхватываю рабочую нить. У меня на крючке 4 петли. Провязываю 2 петли вместе, 2 петли вместе и еще раз 2 петли вместе. Мы провязали столбик с 2 накидами. Далее делаю пико из 7 воздушных петель. Набираю 7 воздушных петель. В основание цепочки ввожу крючок вот таким образом, под 2 петли, провязываю соединительный столбик. Второе пико мы провязали. Снова делаю двойной накид на крючок под арочку, провязываю столбик с 2 накидами, 2 петли провязываю вместе, 2 петли вместе, 2 петли вместе. И делаю пико из 4 воздушных петель. Набираем 4 воздушные петли и в основание цепочки провязываем соединительный столбик. И осталось нам провязать еще 2 столбика с накидом. Делаем накид на крючок, провязываем 1 столбик с накидом и сюда же еще 1 столбик с накидом. 2 воздушные петли и в следующую цепочку из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. Вот такой веерок у нас получился. И таких веерков мы должны связать 6. Давайте еще один веерок свяжем вместе. 2 воздушные петли. Под арочку из 6 воздушных петель провязываем 1 столбик с накидом, накид, 2 столбик с накидом, 4 воздушные петли. В основание провязываем соединительный столбик, двойной накид на крючок, провязываем столбик с 2 накидами, 7 воздушных петель, в основание цепочки провязываем соединительный столбик, еще 1 столбик с 2 накидами, 4 воздушные петли, в основание цепочки провязываем соединительный столбик, еще 2 столбика с 1 накидом. Две воздушные петли и в следующую арочку из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. Еще один веерок мы провязали. Оставшиеся 4 веерка провяжите самостоятельно. Последний веерок мы провязали, осталось провязать 2 воздушные петли и сделать соединительный столбик в первый столбик, который мы провязали в начале ряда. Выполняем соединительную петлю. Все, наша снежинка готова.
Отрезаем ниточку и прячем хвостик. Я хвостик прячу по цепочке. Вот таким образом провожу нить по цепочке. Дохожу до веерка. Сзади по веерку провожу ниточку немного ниже. И теперь прячу вот сюда в основание веерка. Проверяйте, чтобы вы не затянули цепочку. И теперь ниточку можем обрезать. При желании можем пришить бусинку остатком хвостика. У меня вот такие есть бусинки. Они очень маленькие. Дырочка очень маленькая, в нее не влезает никакая игла, поэтому я взяла вот такой большой игловдеватель, продеваю сквозь бусину, вывожу хвостик нити на лицевую сторону и насаживаю эту бусину с помощью игловдевателя. Вот так. Теперь хвостик нити вывожу наизнанку на противоположной стороне. И с изнаночной стороны закрепляю ниточку. Так, затягиваю узелочек. Проверяю, чтобы бусина была красивой и ровной. И теперь этот хвостик просто прячу по изнаночной стороне. Вот так. Немного по кругу провожу эту ниточку. Хвостик нити обрезаем. И наша снежинка готова. Вот такая она получилась. Далее ее нужно накрахмалить и заблокировать. После того, как ваша снежинка высохнет, она будет выглядеть вот так. Я еще немного доработала схему этого узора, сделала немного больше пико. И в следующем видео будем вязать с вами вот такую снежинку. Если вам понравились мои видео, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И я жду вас снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.